Всем привет, с вами Мася, и мы продолжаем Never Alone. Я уже даже не помню, на чем мы закончили. О, еще один фильмец. Помню, мы с медведем сражались. Управление вроде бы я помню. Так что все гуд. Ты чё? Это место было покинуто с давних времен. Ты что делаешь? Эть. Ты ж без меня не справишься. И звуки она как ребенок издает. Зашибись. А. Мне явно надо... Вот так. Вот так вот. Ну и систему, блин. Куда мы вообще ползем? Ой-ой. Ну, куда-то непонятно, куда ползем вообще. По заброшенным деревням, что ли? Так, ты снизу нормально, да, пролезешь? Северное сияние озаряет деревню жутким свечением. Так, я не помню. Хитро. Лифт. Нифига себе. А здесь-то мне что делать? Здесь, наверное, надо вот так вот. А, что ты не вскарабкалась? Животное. Оп. Оп. Не понял сейчас. Я сейчас немножечко не понял. Все, она ж высокая. Само сияние устремилось вниз с неба. В поисках тех, кто ослушивался мудрости старейшин. Я так понял, что она меня может тяпнуть. Как мне неохота проверять. Отстань, 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 отстань. Какое жуткое северное сияние. Еще никогда меня северное сияние не хотело убить. Вот это ни хрена себе.
Верни мне. Ты чё, животное? Пошли, 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 пошли. Ой-ой-ой. Ага. Очень интересно. В воздухе нельзя остановиться. То есть не остановиться можно, развернуться нет. Так, я слышу совушку. Где совушка? Не-не-не-не-не, вернись. Ага, а как мне это сделать? Так, где-то здесь сова. Цепляться она. Может, мне надо... Не понимаю. Я не понимаю, что мне здесь надо делать. Да ё-моё. Хорошо. Здесь я сделал. Дальше-то что? Нет! Еще мне интересно, где сова. А, я думал, сова. Я просто не понимаю, она умеет карабкаться по этим веревкам? А, умеет? Нифига себе. А он и сова. Да ты молодец. Что ты делаешь?
И... Что мне надо делать? А, все, понял. Торможу. Жужу. Там сову надо было только взять. Так, опять сияние где-то бродит. Цепись. Оп-оп-оп. Ну что ты там ждешь? Твою медь. Не-не-не-не. Не надо так делать. Давай ты отойдешь немножко. Ты покататься решила? Спустись, блин, сюда. Ага, этот ящик оказался тяжелее. Берешься сюда? Ух ты, блин. Так, ну там вроде ничего нету. Побежали, побежали. Побежали, побежали, побежали. Нет! Да твою медь! Ох уж этот искусственный интеллект. Пошли. Тоже хорошо. Ох уж этот Максимин интеллект. Побежали. У нас нет времени ждать. Иди сюда. Оп, оп. Давай, 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 резче, резче. У нас тут могут быть проблемы с этими. Ты что ты, животное? Когда девочка и писец достигли вершины утесов, началась еще более жуткая метель, чем прежде. Ломай хижину. Воу.
Вот это интересно. Ух ты ж, блин. Давай резче. Давай, давай. Мы смогем. Сейчас долбанет. Ага. Поехали. Вот что. Я вас понял. Это хорошо, что ты сейчас подул назад. Я не знаю, как это назвать. Писец, ты прыгаешь дальше? Давай-ка. Да, еб... Хорошо тебе, да? Приземляемся. Готовьтесь прыгать. Ядрен... а чё это? А чё? Это как? Я понял, это как? Поползаем по духам. Ну ты чё вообще? Натя! Ты опух? Скотина. Я не понял, это специально? Вроде да. Ну и шею сломал. Моя месть будет страшна. Нельзя так. Что мне в каждой такой игре пытаются бить всех моих друзей?
Это что такое? Это писец? Писец переродился в новое обличие. Если он на самом деле был таким все это время. А, нифига себе. Теперь ты летать умеешь? Писец, нажми, чтобы лететь быстрее. Паря высоко над землей в лесу, писец продолжал демонстрировать красоту духов-помощников. Ну ты чё, блин? На месте, стой. Не. Не понимаю, что надо делать. А, наверное, прощой надо было ту фигню сбить. Вот эту вот. Тоже хорошо. Эть! Как могу? Ты за мной полетишь? Ага. Ну вот, отвалилась. Даже деревья ожили. Чтобы по девочке помочь на ее пути. Я понял. Сейчас ветерочек еще подует. Давай. Оп. Угу. Так, мне там надо привести. Ку-ку. Ишь ты, птица. Для этого мне надо было ее сюда тащить. Я не по тебе, сорян. Ядрен батон. Нет! Меня снесло.
Можно как-то опустить? Ага. Что тут происходит? Да чтоб тебя... Да чтоб тебя... Чуть-чуть поднаправишь, блин, летит хрен знает куда. Я оттуда мог сбить спокойно. Если бы с управлением все гуд было. Так, мы дальше полетели вниз. Ну да, пошел я нафиг, я понял. Да ты прикалываешься. Да уж. Куда летим-то? Нет! Не исчезай только. Да что здесь не так-то? Почти да, но нет. Да ты прикалываешься. Да, ты мне еще... Идиотина кусок. Там сова где-то. Правильно же я понял? Правильно. А дальше туда, все правильно. Нет. Ты можешь упасть? Полетели. Нам бы уже заканчивать надо. Давай, ветерочек подуй. И вот здесь мы, пожалуй, закончим. Ну как закончим? Сейчас еще видео посмотрим.
Ладно, так, пошли видео смотреть. Так. Нет, ну вот это все. Вот мы смотрели вот это, теперь биение сердца общины. Drum is something that's common to all cultures in Alaska. All cultures have a drum that may have some stylistic differences or differences in the materials that it's made, but it's still in recognition of life and vitality. And the drum mirrors the heartbeat. And when you continue drumming soon, it will be in line with your heartbeat, because that's what it's supposed to be, the heartbeat of the community, and it symbolizes vitality. And it's the most tremendous feeling to be in a room and to have one long row of all the drummers and to have that feeling of unity and everyone beating in harmony, the drum beat in unison. It's the most beautiful feeling. And to know that you're connected, you're on the land that you are connected to. And even if you grew up outside of the community, that which is in you comes from this area. And it's the greatest feeling. Man, I went at it and look what happened. Увлекся мужичок. Маленькие человечки. They're just like other people. They just happen to be very small and extremely strong. These are stories that are common throughout Alaska. It's normally the people are in a size from your elbow to the tips of your fingers, and they possess superhuman strength. So they may be tiny, but they can carry a whole caribou. And if you go up north and you talk to a number of the people in the community, they'll talk about having seen the little people. There's a place at home that we know, but we don't profess it to anybody. But it's not like the boogeyman. They can be mischievous, they can be ornery, or they can be helpers. And every now and then, we might have the opportunity to see them, especially if they want us to see them. The fact that it's across Alaska really tells you something about our history and how we interacted with nature around us. Это типа домовята. Болла. The bola is what we call kilamitan. And the kilamitan is made out of braided sinew tied out to some heavy bone which you could twirl. In my case, we're catching ducks. When we're out whaling, sometimes the ducks start flying. And they're good for duck hunting. You know, if you're a whaling crew, you can't make too much noise. So you can't use a shotgun for getting some duck soup handy, you know? So bolo was a really handy weapon to use for catching ducks. You know, the ducks fly in, you throw it up and tangles up the bird, down they go. Это ж надо еще попасть по утке, блин. На мели. The scariest I've ever been, I was 12 years old. We floated out on a piece of ice while we were duck hunting. It was a bluebird day, just clear blue skies. And there was 3 of us, myself, my brother, and my dad. Next thing you know, we see this dark, dark shadow on the ice. We look and it goes behind us. So we all jumped up, startled, and my dad, he started running. We got back to the ridge there. The ice had fractured, cracked, and broke off, and we were floating away. We were drifting. It was close enough to where my dad would have made it. He stopped and he thought about throwing us across, and if one of us was on the other side, we would be split up. So he stopped, and he just so happened to have a cell phone on him. 911 didn't pick up.
That's the worst feeling in the world right there. 911 did not pick up. So he left a message because they record their calls. Once he had relayed that information, his cell phone died. That was the scariest moment I've ever had in my life. We were floating away and I thought we were left for dead. He kept calm during this situation. He's bringing out everything positive in this case. You know, I'm crying, my brother's freaking out. It went from clear blue to dense fog. Within a couple hours, we heard the chopper flying around, so they must have gotten our message. We thought we were saved, and then the chopper sound went away. So we lit some of the sled on fire. It's plastic. We thought black smoke in the fog would create some kind of marker. Chopper pilot had mentioned when we got rescued, you could see a glow in the fog, and he slowed down there, and sure enough, as soon as he slowed down, we got within visual. That was definitely the scariest moment of my life, was floating away and not knowing what the outcome was going to be. Блин, да, это страшно. Толстого льда We're больше very нет. much aware of the climate change. And it's been for many years, even before climatologists were noticing the change, Inuit were already saying, Sila alangokto. Our climate is changing. If the heat is going the way it is right now, for us it's going to be pretty bad. Different birds are coming, and they're coming earlier, and sometimes rain is more than what we want, because when there's more rain, we know it's going to melt the permafrost. In my time as a young whaler, when I was 9 years old, we're hunting from ice that was about 25 feet thick. And there's giant icebergs already floating, coming by. That was the first signs of a changing climate. Ice that never broke before was now moving. Now, here it is 50 years later, we're hunting whale from ice that's 18 inches thick. There's no more thick ice. It's creating a malfunction in our whaling season, is what it is. Actually, more than that, all seasons in general. I think we are more scientists than more people will realize. We have more knowledge of those things than people will ever know. Офигеть. Со льда 7 метров, блин, через 50 лет со льда 45 сантиметров. Ладно, давайте последний видосик. Девочка и ее My brother нанук. was out seal hunting. He got attacked from behind and managed to grab his knife and save himself. When he came to realize, oh no, it's a mother. We've always known traditionally that we avoid killing a mother. It's always been sacred to us to protect them. He had to present himself to the council, and so he was given the job to mother the baby, and we kept it. It got so big it went over the barricade one day and got to the dog food, and that was an indication that, brother better go teach it how to survive on its own. So he did. I really got attached to the bear because I more or less grew up with it. And some days when brother took him walking, once in a great while he'd put me on the bear and I would ride on it like a horse. I was just happiest little girl in the world. Прикольно. Медведя выращивал. Ладно, ребятушки, на этом мы будем заканчивать. Всем спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если понравилось видео. Также заходите в группу ВКонтакте, подписывайтесь на моих друзей. Все ссылочки есть в описании. Всем спасибо. Всем пока. Вот. Все.